Мы пробыли в более дикой части Бали 2 недели. Мы начали свое путешествие с Убуда, потому что он находился ближе всего к Легиану, и нам было легче добраться. Must-have Убуде – это массаж, и йога – это то, за что он славится. Нункави Темпл. По слухам, прекрасное место. Заплатили за парковку, сейчас заплатим за билет, наденем одежду, скрывающую ноги, и поехали. Вообще во все храмы нужно одевать сарум. Это такая юбка, которая закрывает твои ноги. Это обязательное правило. Я мастер. В принципе, в Убуде не так много мест, на которые можно обратить внимание. Мы выделили для себя 3 вещи. Это базар, темпл и музей. Убуд – это один из тех городов, куда люди приезжают для рехаба, чтобы восстановиться, восстановить свою чакру, жизненную энергию. Это высеченные в скале канди или святилища. И вообще все это место – это усыпальница королей. Также есть здесь погребальные места. Дамы и господа, Алас Харум. Алас Харум очень классное место, а он сделан по типу бич-клаба, только это что-то типа entertainment club, pool club. В общем, идея такая, ты туда приходишь, там есть 3-уровневый бассейн, у тебя огромная рисовая терраса, у тебя кучу фотозон, у тебя множество ресторанов, и на самом деле там интересно проводить время, классно там сделать фотки, но когда ты там ходишь в середине дня под солнцем по этой террасе, становится очень жарко, так что берите с собой шляпки. В общем, на этой картине происходят невероятные события войны. 2 воина, которые переняли силу Шивы и приняли демоническую форму, начали сражаться друг против друга. Они облачились в огромное количество рук, оружий, голов. И они тогда были готовы уничтожить всю Вселенную, но другие воины смогли их остановить, и они переняли свою обычную форму. Вот здесь. Команда Дарья – это must-have. Вы точно должны его посетить. Это невероятные виды и огромные статуи. В принципе, это все находится на территории ресторана, но сам ресторан находится сверху какого-то отель-резорта, что ли. И, в принципе, мне кажется, туда можно даже заселиться. Так что вы посмотрите информацию. В общем, мы попросили зеленый чай, и она спрашивает, типа, зеленый чай с молоком? Я говорю, нет, просто зеленый чай. Она говорит, зеленый чай с кофе, значит? Я говорю, нет, просто зеленый чай. Она говорит, зеленый чай с водой, что ли? Я говорю, да. Thank you. Добро пожаловать в Убуд Арт Маркет, но по сути просто огромный базар. Да, это просто огромный базар, где в принципе нет ничего такого важного, что вам нужно посмотреть. Там продается куча однотипных вещей, по типу сувениров, но вы себе точно ничего не найдете. Ни одежду, ни обувь. Это просто приманка для туристов, мышеловка для туристов. Сам базар находится в центре Убуда. И, конечно же, на центральной улице находится куча разных магазинов. Начиная от сувениров, заканчивая одеждой, ресторанами. Так что вы пройдитесь, посмотрите. Там очень интересно и точно есть что-то стоящее. Кстати, этот храм — это просто храм 5-минутка. Туда заходишь, одеваешь форму, фотографируешься и уходишь. Вот ходишь себе такой по этой местности, туда-сюда, весело, интересно, так красиво, живописно, и тут змея. Отойди. Ну, она, кажется, мертвая уже. Пойдем? В этом ресторане меню в карточках, но подобных ресторанов гораздо больше. Например, есть Мерлинс ресторан,
где тебе выдают еду по гаданиям по картам, так что это гораздо интереснее, но бронь надо ставить за неделю или там за 3-4 дня вперед. Сегодня мы отправляемся в Кинтамани. Будем смотреть на горы, заниматься кемпингом, смотреть на прекрасное озерцо, созерцать прекрасный вкус рыбы. Кинтамани. Он занимает первое место по рехабу. Здесь не так много людей и постоянно чистый воздух, но большое количество мух. Здесь, в принципе, тоже нечего делать, но при этом люди здесь остаются не чтобы что-то увидеть, что-то поделать, посмотреть, поймать какой-то движ, а чтобы просто расслабиться и отдохнуть. Ну, например, примечательные места — это сходить в кемпинг, посмотреть sunrise, посмотреть на Black Lava и побывать на горячих источниках. Если вы не знаете, где и как все это найти, то можете просто подойти к любому отелю и спросить Sunrise, Black Lava, горячие источники, и они вам все покажут и расскажут, как снять туры, где это взять и с кем созвониться. Помните, как в детстве мы делали домики из одеял, из стульев, и во мне проснулось точно такое же чувство? Капец холодно. Мы поднимаемся на гору, с которой посмотрим на рассвет, и сейчас 4 утра, нет, сейчас 3:30 утра. На черную лаву посмотрим. Ну, блин, жестко холодно. То есть, как будто не Бали, как будто это Алмата. Вулкан находился там, за облаками. И здесь раньше находилась деревня. Вот здесь вот раньше находилась деревня. И после того, как произошло извержение, около там 200 людей погибло, деревня уничтожена была. И те, кто выжили, они переехали вон на ту гору. Вон в те места. Из-за того, что из Кинтамани ехать в Амед целых 2 часа, мы решили сделать остановку, разбить на час-час. И остановились недалеко от Амеда, в таком небольшом месте, и нам там жутко понравилось, что хотелось обратно возвратиться. Но у нас не было времени на это. Мы часто разговаривали с местными и в основном спрашивали, почему они так счастливы. Почему, живя обычной жизнью, не такой богатой, почему вы счастливы? Даже были бедные люди, которые собирали траву и водоросли. Они были счастливы, когда нам отвечали, у них была радость, у них было удовольствие. Кстати, ученик Густи оказался владельцем этого отеля, и нам заливали free drinks. Приятно. Поджигали местный алкоголь и сходили на ужин с Густи. Высоченные потолки. Остановка на красивые виды. Ехали на Тукацепун Waterfall, открытый водопад. По картинкам заявляет, что очень красивое место. Мы посмотрим сейчас. Прохладненько. Кстати, будьте готовы к очереди к самой большой части этого водопада. Мы стояли около 20-30 минут. В какие-то моменты ты реально чувствуешь, а почему Бали? Но об этом в других видео. Водопад Гэмблинг, сразу классная дорога, да, именно тротуарная, где пешком нужно подниматься до водопада, прям классно сделали. Место фикс-прайса на вход, там где-то 50 тысяч, где-то 40, здесь, пожертвование, сколько хочешь.
Кстати, к самой важной части этого водопада, одной ямочки, которая присутствует во всех инстаграмах и тиктоках, тоже небольшая очередь. Нефритовое царство. Иногда, когда я смотрел на это, у меня было чувство, как будто я нахожусь в запретном царстве с Джеки Чаном. Ну и сняли мы вот Остается 2 дня до отлета, мы сняли отель, привели себя в порядок перед Малайзией и сходили на ужин с гостями.